Категорически приветствую всех, друзья. С вами Златин Леон. И сегодня я залетел отведать куриных лапок. Вот верите или не верите, но я тоже очень удивлялся в самом начале. У нас вообще-то, говорят, типа кошкам отдают эти куриные лапки. Но оказывается, их можно кушать. Причем они нереально вкусные, если их уметь готовить. Взял пивасика, бутылочку. Хотел поехать поесть кишочков. Кишки тоже офигенная штука. Блин, ну это божественно. И причем здесь нет уже костей в этих лапках, уже нет костей. Острые. Блин, и вот настолько они вот в бульоне в этом проварены. Это очень вкусно. Сейчас я вам расскажу небольшую историю. Как я вообще первый раз попробовал вот эту штуку. То есть сначала у меня было просто отвращение от этих лапок. Куриная лапа. Куриная лапа. Значит, я там какое-то время, в общем, встречался с девчонкой-китаянкой. И она как-то приехала ко мне и привезла вот что-то вот подобное в этих куриных лапах. Я так, знаешь, я так пренебрежительно просто закинул в холодильник, как бы и все. Ну, что-то получилось так, что на утро влом было куда-то идти, и надо было что-то, короче, покушать. А покушать, кроме вот этих куриных лапок, ничего не было. И мы там что-то подразогрели, она подразогрела и начала есть. А я, знаешь, я смотрю как бы просто на нее, что мне тут жрать тоже охота. Я думаю, ладно, попробую. Я начал пробовать. Думаю, блин, неужели я такой голодный, что мне как бы эти куриные лапки кажется, что они вроде ничего. На самом деле это вкусно. Когда они грамотно приготовлены, когда во-первых, они грамотно там промыты, прочищены, там вымочены, что-то как-то делают, чтобы избавиться там от неприятного запаха, пропиталось что-то этими специями ароматными. Вот этот хруст и вот этот коллаген, кожа вот эта, она остается. Очень полезная штука, кстати. Без шуток. Так, у нас здесь я попросил дополнительно кимчи. Выдержанное, кстати. Такое я не сильно люблю. Выдержанное кимчи, редька, лаба, маринованная желтая. И супчик из кима, из морской капусты. Есть прям суп. Суп из куриных лапок. Я сначала думал, что заказать, потом возьму-ка я просто лапки вот такие с пивасом. Есть эти еще здесь желудки. Кстати, стоит приличных денег вот эта штука. Это не так, что они стоят у нас вообще 3 копейки, на самом деле. Просто если знать, как их готовить, то
Можно готовить вот такие вкусняхи. Также по поводу этих, слушайте, по поводу вот свиные уши. Свиные уши, они стоят 3 копейки реально. Но, кстати, надо взять будет. Я их готовлю просто бомбически. Получается пушка. Их что, получается, тоже промыл хорошенько, опалил, чтобы никаких там волос не было. Ну, вообще, если эти качественные, хорошие магазины, там уже уши продаются полностью, уже очищенные все. Варите пару часов, на медленном огне поварились, потом главное дать остыть, чтобы хорошо остудились. Потом порезали на удобные кусочки. Морковочка с лучком, с уксусом и вот соус. Я делал соус бомбовый. Я делал пасту перцовую кочуджан. Рисовый уксус. Что-то маслица. Кунжутное масло. Соль, перец, сахар, там поиграть надо со вкусами. И просто получалось бомбово. И все это дело, чтобы в холодильнике постояло минимум часов 8. Чтобы прям хорошо промариновалось. И все, уши получаются просто бомбовые. Я говорю, такая закуска, это, знаете, из разряда, я считаю, наверное, как типа недооцененных продуктов, что ли. Напишите в комментариях, какие продукты, допустим, вот вы считаете, что нереально вкусные, но стоят очень дешево. Вот, к примеру, я вам мою версию сказал, это вот свиные уши. Ну, то есть я считаю, что это, знаете, типа вообще как деликатес, но стоит 3 копейки. Если знать, как его приготовить грамотно, это идеальнейшая просто закуска. Вот, например, вот еще куриные лапы. Кстати, прям нормальная такая острота. Я бы дал балла 3,5 по 5-бальной шкале. Прям хорошая. Напишите еще продукты, которые недооценены, так скажем. Субпродукты вообще пушка. Суки, опять не пустили меня одного. Ну как, пускали одного, типа заказывали, говорят, две порции. Кишочков я хотел поесть на гриле жареных. Заказывали, говорит, типа 2 порции. Мне что жаба дает. Ну, походу, по-другому никак. Надо будет приехать как-нибудь. Поесть все-таки жареных кишочков на гриле. Там просто даже не эти. Обидно, что... Ладно, я понимаю, когда на углях. Ну, типа, угли невыгодно разводить для одного человека. А там просто это... Плитка просто. Ну, на газу, которая... Газовая эта горелка. Мне, говорит, у нас только, говорит, типа, надо 2 порции. Ну, ладно. Я уже 3-й раз не могу. Первый раз приезжал, там были угли. Ну, другой этот ресторанчик. Там были угли, короче, сказали, тоже минимум 2 человека нужно. Потом еще как-то раз, вот за ближайший месяц, еще как-то раз ездил. Вообще ресторанчик был закрыт. Вот сегодня опять поехал. Опять нифига. Охота что-нибудь вам показывать, ну, новое. То, что еще не ел.
что одно и то же. На работе и так одно и то же всегда едим. Ну, по дням чередуем, конечно. Но все равно. Блин, классная штука. Реально классная штука. Куриные лапы. Классная штука. Безусловно, на любителя. Безусловно. Ну, я вам рассказал, да? Ну, и это вот с китаянкой, я говорю, с китаянкой, когда встречался, было дело. Я тогда полюбил вот эти штуки. Впервые попробовал и начал их нормально к ним относиться, к куриным лапам. До этого я думал, типа, что это вообще? Что это за херня? Ну, тоже у нас, знаете, мы, типа, я уже, по-моему, понимал эту тему. Узкоколейные. Мы узкоколейные. Вот мы привыкли думать, что вот, в одном направлении, да? И думаем, что это правильно. И думаем, что вот так везде. И очень сложно нам вот выйти за эти границы и посмотреть под другим углом вообще на мир, на блюдо на конкретное какое-то, да? И сказать, что типа, что, серьезно? А вот это вкусно? Ничего себе. Давайте я попробую. То есть очень сложно человеку это сделать. Ему проще вот закрыться в себе и сказать, нет, это говно, я не буду. Проще всего. Мне в этом плане повезло. Я как-то всегда к пище, разных там народов и стран, как минимум лоялен. Отношусь с уважением. Хотя были моменты, когда даже мне приходилось, очень сложно, так скажем. Одна такая ситуация была, когда меня товарищи вьетнамцы, работали вместе, там пацаны хорошие, в общем, и приглашали меня там на свои эти ужины с алкоголем, там, всякие штуки тоже вьетнамские, там, ели, пробовали, и как-то, они меня пригласили, типа, сегодня будет у нас там деликатес вьетнамский, приходи. Вы не сказали, что будет. Я говорю, окей. Я прихожу. Вот только представьте, что у них там было. Только предположите на секундочку. Кошачьи голени. Представляете? Я даже боюсь представить, где они их взяли. Кошачьи голени. Я говорю, ребята, извините. Я не смог, ушел. Даже не стал там ничего смотреть, там пробовать, просто ушел. Вот, опять же, с другой стороны, я ел собачье мясо. Где скорее. Причем первый раз не знал. Остальные два раза осознанно ел. Да, знаю, что там куча будет осуждать. Не знаю, как объяснить. Здесь скорее вот еще недавно эта вообще тема была развита. Конечно, это не гуманно. Но собак специально выращивали
для забоя. Откуда это пошло? Это пошло с тех голодных времен. Вот когда 50-е вот эти годы, когда война, вот, когда жрали все подряд. Собак в том числе. Собачье мясо полезно? Да, это доказано. Это просто современный мир, и нет необходимости, да, жрать собаку. Есть много других животных, которые можно сожрать. Свинки, коровки. Куча всяких разных тварей морских. Ну, официально сейчас уже в Корее уже сколько, уже 2 года, по-моему, считается собака. Ну, уже нелегально. Уже нельзя. Но по-прежнему есть рестораны, где ты можешь отрезать собачатину. Но уже нелегально. Короче, мое мнение такое, что действительно, как бы собаки, друзья, кошки наши друзья. Нет нужды кушать наших друзей. Я соглашусь с правозащитниками. Соглашусь с ребятами. Не одобряю я. Но на стороне кого там? Вообще зоозащитников. Они вообще скажут, типа, вообще мясо нельзя есть. Скажут, вообще вон травой питайтесь, как вегетарианцы будете. Не. Мясо мы любим. Животные продукты мы любим. Блин, тарелочку такую хорошую я уже навернул. Очень даже хорошо. Ну, с бутылочкой, кстати. Бутылочка пива. Это вот корейская кас. Корейское национальное, так скажем, достояние. Пиво. Хорошее, кстати. Давай так скажем. Довольно-таки неплохое. Вот так. Так что, ребята, лапки куриные. Ну, по мне, это очень хороший и полезный продукт. Только его надо знать. Его надо знать, как приготовить. Его надо знать, как приготовить. Остро. У меня опять все потекло. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Как всегда, по привычке. Всех обнимаю, всем желаю здоровья. Буду стараться есть что-то разнообразное. Максимально. Напишите еще в комментах, допустим, а как вам, допустим, формат, если я схожу в фастфуд в корейский, в бургерные какие-нибудь. Будете вы это смотреть или нет?
сделать оценку корейского фастфуда или нет. Напишите, интересно или нет. Всем пока.